Эта история произошла с бабушкой по имени Надежда Петровна. Она проживала в деревне, окруженной безграничными полями и густыми, непроходимыми лесами. Пожилая женщина была одинока, без мужа, детей и внуков, но несмотря на это, она находила свое счастье в простых радостях жизни. Одно из ее самых любимых занятий были прогулки по лесу. Каждый день Надежда Петровна отправлялась на свою прогулку, наслаждаясь природой, свежим воздухом и пением птиц. Лес был ее отдушиной, местом, где она находила покой и внутренний комфорт. Однажды, на очередной прогулке, когда старушка уже собиралась возвращаться домой, она заметила нечто ужасное. Глубоко в лесу, в укромном месте, лежал гроб. Сердце Надежды забилось сильнее, а в ее голове мелькнули самые ужасные мысли. Она подошла ближе и со страхом в душе открыла крышку гроба. Что она там увидела, потрясло ее до глубины души. Внутри гроба лежали маленькие щенки. 3 щенка были мертвы, но один из них до сих пор подавал признаки жизни. Он жалобно скулил и дрожал от холода. Пожилая женщина испугалась, но в ее сердце зародилась сила и желание помочь этому беззащитному созданию. Она поняла, что не может оставить их без помощи. Слезы текли по ее щекам, и она решила, что спасет хотя бы одного из них. Пожилая женщина сразу же позвонила в полицию и рассказала им о том, какую находку она обнаружила в лесу. Они обещали прибыть на место и разобраться в этом ужасном деле. Но Надежда Петровна не могла ждать, она не могла позволить этому щенку продолжать мучиться. Пожилая женщина осторожно подняла его из гроба и стала греть его теплыми руками. Щенок был слабым и истощенным, но его глаза были полны надежды и благодарности. Бабушка поняла, что это было началом чего-то особенного, что судьба свела их вместе. С тех пор щенок стал самым верным и преданным другом для старушки. Она назвала его «Малыш». Щенок стал ее источником радости и счастья. Они проводили много времени вместе, гуляли по полям и лесам, весело играли и делали друг друга счастливыми. Надежда Петровна должна была потратить много усилий, чтобы восстановить здоровье малыша. Она кормила его, лечила и дарила ему всю свою любовь. Благодаря ее заботе и преданности, малыш быстро пришел в себя и стал жизнерадостным и здоровым щенком. Со временем, малыш и женщина стали неразлучными друзьями и напарниками. Они проводили множество прекрасных моментов вместе, деля друг с другом радость и горе, поддерживая и утешая друг друга. Надежда Петровна больше не была одинока. Малыш заполнил ее жизнь радостью и любовью. Она придумывала для него игры, гладила его мягкую шерстку и рассказывала ему о своих мечтах. Малыш всегда слушал ее внимательно, словно понимая каждое слово. Жители деревни, узнав о том, что произошло с Надеждой и малышом, были поражены и восхищены ее силой и добротой. Они уважали и любили старушку за ее заботу о животных и неустанную борьбу за справедливость. История Надежды Петровны и малыша стала примером для других людей. Она показала, что сила воли и доброта могут изменить жизнь и преодолеть самые трудные испытания. Бабушка Надежда и малыш стали символом надежды, любви и верности для всех, кто слышал их историю. Так бабушка Надежда и щенок-малыш нашли друг друга в самый неподходящий момент, но их встреча принесла в их жизни радость. Они доказали, что одиночество может быть преодолено, если есть вера в доброту и силу любви. И они жили долго и счастливо вместе, тепло и радость наполняли их сердца до самого конца. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.